Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я расскажу вам очень интересную историю приемной семьи Алика и Юлии Бейсеновых из Германии, из города Мюнхен. 13 лет назад в маленьком российском приморском городе Уссурийске родилась девочка Эля, от которой сразу после рождения отказались кровные родители. В 2014 году приемная мама Юля увидела фотографию с анкетой этой девочки и сразу в нее влюбилась. Ее не напугало даже то, что у девочки была врожденная патология. Не было больших пальцев рук, и ручки были намного короче, чем у обычных детей. Но забрать ребенка из детского дома сразу так и не удалось. Им пришлось дойти до Верховного суда, чтобы добиться права на удочерение Эли. Тогда их петицию поддержали огромное количество семей. Как Эля все-таки нашла свою семью и как живет сейчас, смотрите дальше в моем фильме. Волшебная девочка терпеливо ждет заботливых маму и папу, чтобы расти быстрее и, конечно, радовать своими маленькими подвигами дорогих родителей. По этой фотографии я и влюбилась в нее. На этой фотографии, это абсолютно беззащитный, нежный и при этом очень такой сияющий птенчик. По этой фотографии уже было видно, что у нее особенные ручки. У нее ручки короче гораздо, чем у обычных людей. Такое невероятно трогательное оттопыренное ушко, глазки сияющие, на голове пушок, еле видный, светленький, желтенький. И то есть вот по этой фотографии хотелось схватить ее в охапку и просто утащить в свою норку и не отпускать. И, собственно, даже тема вот эта на форуме про Элю называлась «Девочка, которую очень хочется обнять». Юля, здравствуйте! Сегодня у нас такой получается телемост Мюнхен-Москва, да? Откуда вы родом? И как получилось так, что вы переехали в Германию? Я родом из Казахстана, но в Германии живу уже 20 лет, собственно, половину своей жизни, поэтому можно сказать, что у меня уже две родины. Вот, моя семья, мы поздние переселенцы, и по немецкой линии у нас 20 лет назад была возможность переехать в Германию. Так я тут и оказалась. Юля, расскажите, пожалуйста, о своей семье. У меня замечательный муж Алик. Все мои проекты, дела, идеи не смогли бы реализоваться без него. Очень он меня поддерживает, я это очень ценю. У нас 4 детей. Старшему нашему сыну уже 22, уже совсем взрослый, вот, и младшим 17, 12 и 12. Вот, то есть у нас 2 дочки и 2 сына. Да. Юля, скажите, пожалуйста, ну вот вроде бы дом полная чаша, переехали в Германию, у вас в 14 году было 3 детей, правильно? У вас же было 3, да? На Трое тот момент, да. на тот момент было 3 детей. И откуда возникло вот это желание взять ребенка? Ну, казалось бы, да, вот эти все равно переезд, новая страна, все по-новому, то есть нужно маленький ребенок, еще младший у вас. И вот, казалось бы, что еще нужно? Но вы почему-то решили поменять свою жизнь. Что у вас произошло? Пожалуй, 2014 год это было уже логическое завершение, так сказать, того желания, той мечты, которая была уже гораздо раньше. Усыновить ребенка я мечтала уже до этого очень давно, 10 лет ранее, так сказать. Когда родился мой первый ребенок, для меня тема детей-сирот стала как особо важна. Это произошло вот автоматически помимо моей воли. Когда я смотрела на своего младшенького, самый замечательный малыш в мире, эти щечки, пяточки, это же просто идеальный малыш, и который можно целовать до бесконечности. И вот эта мысль, что есть дети, которых не целует мама, она для меня стала настолько важна, что вот с того момента она меня уже не отпускала.
И он немножко подрос, мой старшенький, теперь ему уже 22 сейчас. И я начала искать, как и где я могу реализовать вот эту свою потребность помочь детям, у которых нет мамы. Я начала участвовать в разных проектах волонтерских, много где принимала участие, но всегда понимала, что самое большое, самое важное, что можно сделать для ребенка-сироты, это подарить ему семью. И тогда же примерно я начала разговаривать с мужем о своем желании, но он тогда еще был не готов. Это часто история, что женщинам легче принять эту идею, материнские инстинкты нам помогают, мужчинам сложнее. И с моим мужем так и было. Ему понадобилось 10 лет, чтобы созреть, так сказать, тоже прийти к этой готовности, к этому решению усыновить ребенка. И вот 2014 год, это был как раз момент, когда мой муж Алекс сказал мне: Юль, ты все еще хочешь усыновить? Я сказала: конечно. Он говорит: ну давай поговорим. Юля, скажите, пожалуйста, как вы решили искать этого ребенка? Все, решение принято, да? И где искать, как искать? В России, в Германии, в других странах? Это был очень сложный момент, потому что, живя в Германии, мы приравнивались к иностранцам. Хоть у мужа на тот момент было гражданство Казахстана, у меня немецкое, но в вопросах усыновления не важно, какое гражданство, а важно, где человек проживает на постоянном месте жительства. И так как мы проживали в Германии, мы в процессах усыновления считались иностранцами, и это должен был быть процесс иностранного усыновления. Собственно, к слову, для нас даже не вставал вопрос, что мы хотим усыновить в Германии. Для нас было сразу понятно, что мы хотим усыновить из постсоветских стран, оттуда, откуда мы родом. Вот. Потому что в Германии, в принципе, проблема не стоит такая, дети очень быстро устраиваются в семьи. Более того, на одного ребенка с статусом на усыновление до 10 пар кандидатов. То есть ждут годами и десятилетиями. Юля, но Поэтому детских домов же нет в Германии, да? Детских домов нет. Как таковых нету, есть другая форма, так называемая жилая группа, то есть это альтернативная форма, где не более 10 детей, и они абсолютно встроены в социум, то есть они живут, так сказать, внутри социума, не изолированно. И мы решили усыновлять из России. Но усыновлять из России мы можем только через усыновительское агентство, как иностранцы, и усыновительское агентство, как правило, не допускает выбора ребенка самим, а делает предложение. Предложение на основе всех фактов. То есть мы, по идее, вообще исключение из правил по всем параметрам, потому что мы пришли в усыновительское агентство со своим конкретным ребенком, которого мы хотим усыновить. И нам сделали большое исключение. Вот, потому что у ребенка инвалидность. Юль, то есть, когда вы пришли в агентство, вы уже знали, кого вы хотите взять в семью? То есть вы уже нашли Элю? Да, так и есть. Эля – маленькая, хрупкая дюймовочка. У малышки ручки не как у всех, но Элечка не унывает и учится быть самостоятельной. В группе Эля – одна из самых активных и жизнерадостных малышей. Но принять решение ее забрать все равно пришло не сразу, на это понадобилось тоже еще время. Мы с мужем начали обсуждать, потянем, не потянем, сможем, не сможем. Я связывалась с немецкими клиниками, которые специализируются на патологиях развития детских рук. Нашла замечательные клиники, проконсультировалась с ними, какие перспективы, какие требуются операции. То есть после того, как мы немножко изучили информацию, поняли, что нас ждет, еще раз все обсудили и приняли решение: да, будем пробовать. И вот тогда-то я и пошла так сказать, с Элей в охапке, виртуально, в усыновительские агентства. Я сорвалась на другой конец Германии. Тогда я уже готова была начинать сворачивать горы. Вот. Приехала, обсудила с ними, все рассказала, показала фотографию, какая Эля. И руководитель усыновительского агентства, у него на стене висела такая огромная карта географическая. И сказал: покажите, где она. Я показала: вот здесь, в Приморский край. А мы, Германия, здесь. И он посмотрел, сказал: боже, это же другой конец земли. И вы готовы вот лететь туда за ней? Я сказала: да, я готова. И он тогда, сотрудник сказал мне:
Вот вы знаете, у нас много усыновителей, но вот на такие подвиги, кажется, никто не был бы готов. Поэтому мы возьмемся за вас. Настолько вы были убедительны, Юля, настолько вы были убедительны. Видимо, да. Ну и он как бы понимал, что у ребенка инвалидность, и иначе шансов на семью очень мало. То есть, я думаю, его тронула именно Элина судьба, и поэтому они за нас взялись. И вы полетели, то есть, ну, когда были оформлены все документы, вы полетели в Уссурийск, правильно, на первую встречу с Элей? Совершенно верно. Ну, сначала были несколько месяцев подготовки документов, прохождение в Германии школы приемных родителей, проверки социальными работниками, там медицинские факторы, финансовые факторы, осмотр жилья, то есть все проверки прошли. Мы получили положительную характеристику, социальный отчет, так называемый социальберихт, и с ним уже встали на учет в Приморском крае как усыновители. Нам выдали приглашение на первую встречу, и мы полетели. Да. И вот сейчас, конечно, мне интересно, как прошла первая встреча. Это был апрель 2015 года, когда мы прилетели в Уссурийск. И надо учитывать, что между Германией и Уссурийском 9 часов разницы. То есть мы прилетели, и мы были лишены ночи. Когда мы долетели, нам нужно было бы спать, а в Приморском крае уже началось утро. Поэтому мы, не спавшие, приехали в детский дом. Нам вывели Элю. Это был совсем другой ребенок, чем на фотографии. На фотографии она настолько сияющая и теплая девочка, а когда к нам ее вывели, это был замороженный, прозрачный, совершенно невесомый эльфик. Вот кроме как таежный эльфик, к ней не подходило никакое название, потому что это было как будто существо не из этого мира. Настолько она была напугана, настолько она была напряжена. Пришли какие-то тетенька с дяденькой. Причем надо понимать, что мужчин в детском доме практически не бывает. И одна из девочек из Элиной группы, потом, когда увидела моего мужа, она вообще плакала, когда она его видела от страха. И Эля была напугана, напряжена, не понимала, что ее ждет. И к тому же к ней, в отличие от других детей, не приходили до того момента. Одна, по-моему, была усыновительская пара, которая ее смотрела, а так в ее деле было 20 отказов. То есть кандидаты подписывались уже на стадии просмотра документов, не доходили. И поэтому какой вышел напуганный птенчик, вот у меня сначала был даже когнитивный диссонанс. Где это сияющее солнышко, в которое я влюбилась? Мы подошли к Эле, сказали: «Привет, мы Юля и Алик, мы пришли с тобой поиграть». То есть мы не позиционировали себя с самого начала как мама и папа, потому что мы не были уверены, что этот процесс будет успешный. Иностранное усыновление – это был очень сложный процесс, нас предупреждали, что гарантий нет. Поэтому мы позиционировали себя, что мы друзья, мы пришли с тобой поиграть. Она все еще была напугана, потом у меня с собой была лошадка, пони игрушечная, с кнопочкой, которая может ходить. И вот эта пони, она стала ключиком к Элиному сердцу. Я сказала: «Смотри, что мы тебе принесли». Поставила эту пони на пол, нажала ей на спинку, и она пошла. И Эля вот как расцвела, засияла, и я снова увидела ту сияющую девочку. Есть у нас какое задание? Найти задачу. Кто чего делает? Она делает круг. Не знаю. Правильно, да. Нужно найти, какие формы тут на зверей у нас похожи. Змея круг сделала, да. Правильно, жираф в форме треугольника встал. Так. И с того момента она начала нам открываться. Мы провели несколько часов, общались, играли. Она начала смеяться, улыбаться, идти на руки. И вот так мы с ней начали, так сказать, подружились. И поняли, и она поняла, по ней это было видно, и мы поняли, что у нас коннект, что мы друг другу нравимся. Мими, это моя.
Это девочка, Так, Мими. а это Ники. Микки, Мими, Микки, да? Ники, А, Ники? да. Классно. А откуда они у тебя? У меня мои подружки подарили мне. На день рождения, да? Мгм. Мгм. Так, Когда мне 11 исполнилось. да. Мгм. Юля, ну, а вы тогда что, за что вы больше всего переживали в тот момент? Из-за чего волновались? Я больше всего переживала, что ребенок, которому я дала надежду, пусть мы даже ей ничего не обещали, но ребенок же понимает, что если приходят чужие тетя и дядя, то это неспроста. И что я ей дала надежду, и я могу ее подвести. Вот это меня настолько я за это переживала, что я понимала, я не должна, я не имею права подвести ее. И я буду идти в этом процессе усыновления до конца. Мгм. То есть вы почувствовали сердцем, что это ваш ребенок. Да, да, был особенно такой момент, когда мы играли с Элли, ехали на кочке, ехали по бочкам, в ямку бух. И вот когда мы делали в ямку бух, и она падала, и мы смотрели друг на друга, и между нами какая-то такая была искра, а в этот момент ее глаза прямо лучились, сияли, и мы смотрели друг на друга, ну просто абсолютно влюбленным взглядом. И вот это в ямку бух, вот это был тот момент, когда я поняла, все, это мой ребенок. Я приехала к своему ребенку. Кушай, моя хорошая. Юля, сколько лет было Элли на тот момент, когда вы ее забирали из детского дома? 4,5 годика. 4,5 года. И Эля с рождения в детском доме, да? Да, да. Она 3 дня провела с кровной мамой, и семья приняла решение отказаться от Эйли, потому что была не готова к ее инвалидности, к ее особости. Это Эми. А, Эми, это твоя Моя подружка? подружка, да, моя подружка. А, вы в школе вместе учитесь? Угу. Мгм. Это я пишу. Это ты так пишешь красиво. Это кто? Это просто такой, ну, зайчик и собака. Ну, А что-то известно о биологических родителях? То есть это нормальная, не асоциальная семья, то есть абсолютно нормальная. Да, это обычная семья, то есть не какие-то алкоголики, наркоманы. Обычная работающая семья, мама, папа, бабушка, дедушка. Очень печально, конечно, все сложилось. Это семья, которая... У меня нет к ним никакого осуждения. Семья, живущая в маленьком городке, вдали от каких-то возможностей лечить ребенка, реабилитировать ребенка. Семья, понимающая, что ребенок будет расти и испытывать дискриминацию в садике, в школе. Не факт, что будет когда-то вообще самостоятельной. Просто семья испугалась, и я не могу их за это судить, что у них не хватило сил. Я так понимаю, что путь был все равно длинным. Вот вы решили, да, это ваш ребенок. В общем-то, вы поняли, что вы сердцем почувствовали, что это действительно ваша девочка, что вы ее хотите забрать. И что? Казалось бы, все просто. Оформляйте документы, забирайте ребенка и улетайте в Германию. Но было же все не так. Было все не так. Но нет, и на самом деле все не совсем просто. При первой встрече мы не могли еще ее забрать. Мы должны были вернуться. В любом случае, да, собрать еще один пакет для суда и прилететь на суд. Но да, с момента суда все должно было быть понятно. Мы прилетаем на суд, привозим пакет документов, выносит положительное решение, и мы забираем ребенка в Германию. Вот. Но на деле все оказалось сильно сложнее. То есть мы улетели, провели несколько дней, там несколько встреч. Я сказала Элли, мы улетаем на самолете, мы соберем разные документы и прилетим к тебе еще раз. Вот. Я предупредила, насколько она могла это понять.
Мы улетели, и с апреля по август мы собирали пакет документов для суда. И в августе мы, в сентябре, в начале сентября мы прилетели на суд. Перед судом нам еще раз нужно было встретиться с Элли, этого требует суд, хотя мы не хотели еще раз бередить, так сказать, давать еще одну надежду, но это условие. И мы приехали к ней, она нас узнала, она была так рада, мы снова провели прекрасный день. И когда уходили, Эля говорит: а ты еще придешь завтра? И вот этот вопрос был как нож в сердце, потому что я понимала, завтра суд, и я не знаю, приду я или не приду. Уже тогда нам говорили, предупреждали, что вполне вероятен отказ. Не потому, что у нас с документами что-то не то, а по причине однополых союзов в Германии. Ну, к этому я еще отдельно вернусь. Так вот, и когда меня Эля спросила, приду я еще или не приду, я сказала: Эля, я завтра пойду к одной тете, я спрошу ее. Если она мне разрешит, я приду к тебе опять. Если она не разрешит, я больше не смогу к тебе прийти. Но я всегда буду тебя помнить, я тебе пришлю фотографии. Ну, вот так я выкрутилась, как смогла. И на следующий день был суд, и в суде был отказ. Судья, в принципе, она нам так и дала понять, и потом решение суда стояло, что претензий к нашей семье ноль, никаких. Мы устраивали по всем параметрам, финансовые, медицинские, у нас был полный пакет документов. И главной причиной было наличие в Германии однополых союзов, однополых семей. И судья предполагала, опасалась, что если мы с мужем когда-нибудь сменим ориентацию после 3 кровных детей, разведемся, создадим однополые семьи, Эля попадет в однополую семью. Первый суд вам отказал, да, то есть по причине того, что в Германии есть однополые браки, и что может такое случиться, если вдруг вы, там, я не знаю, разойдетесь, то вы можете вступить там, в однополый брак, и это может каким-то образом там, навредить ребенку, правильно? Да, да. Или мы умрем одновременно, неожиданно, и Элю переусыновят в однополую семью. То есть вот такие вот прогнозы судья рассматривала. И на основании этого, на основании поправок в Семейный кодекс Российской Федерации, которые тогда существовали, в этих поправках сказано, что ребенок не может быть усыновлен в однополую семью, и страны, в которых разрешены однополые семьи, однополые браки, должны заключать специальный договор международный с Российской Федерацией, где будут прописаны вот эти вот нюансы по однополым бракам. Но у Германии такого договора с Россией не было, и поэтому нам отказали. Так, но при этом вы не остановились, вы продолжили бороться за ребенка. Какие ваши действия были дальнейшие? Да. Дальше все завертелось с такой скоростью, что между отказом судей и положительным решением прошло всего 3 месяца. Эти 3 месяца вместили в себя, кажется, 3 года. То есть начался такой виток, когда я просто уже не успевала понимать, день или ночь, и вообще, где я и что я. Мы подали апелляцию в Верховный суд, нашли адвоката, который нас в этом поддержал. Параллельно мы запустили петицию в поддержку усыновления Эли, потому что мы понимали, что статистика такова, что Верховный суд автоматом подтверждает решение местных судов. И чтобы действительно дело Эли рассмотрели с полным вниманием, важно внимание общественности. Поэтому мы запустили петицию на имя уполномоченного по правам ребенка тогда Астахова. Мы стали выходить на разные СМИ, радио, газеты, журналы, телевидение. В общем, я говорю, эти 3 месяца, это просто вихрем вот так прокрутили меня. Я не знаю, как я выжила в этот период, потому что это было очень тяжело. А кто подписывал эту петицию? Да, я даже не ожидала, что у нашей петиции будет такая волна поддержки. Нашу петицию подписали
3 миллиона человек. Это было просто шоком для меня. И я понимала, что за каждой подписью стоит человек, который проникся судьбой Эли, который переживает за этого ребенка. Эту петицию мы потом в распечатанном виде подавали и в уполномоченного Астахова, и в Верховный суд, и в какие только инстанции мы не завозили эту нашу петицию. Но самое главное, даже тот факт, что она была, что они писали в СМИ, и было ясно, что внимание общественности направлено на этого ребенка, и надо дело рассмотреть внимательно. Так, рассмотрели внимательно? Рассмотрели внимательно, Юля? Рассмотрели внимательно. Да. К Верховному суду мы подготовили еще один пакет документов. Мы там этими документами просто как веером вот так вот обложились, где мы принесли справку от психотерапевта о том, что данных за смену ориентации нет, что у нас ориентация традиционная. Мы принесли нотариальное обязательство моей сестры, которая замужем, что в случае нашей смерти она Элю заберет. В общем, что мы только не привезли, завещание, вот все, что только можно, мы документально просто создали документальную броню. У нас был очень классный адвокат. Вот если бы не он, я не уверена, что все бы получилось. И вместе мы, подали этот пакет документов, и 15 декабря мы прилетели в Москву на суд, в Верховный суд России. Перед судом, конечно, было страшно. Было страшно, потому что было понятно, что вот сейчас уже все, последнее. После этого, куда? В Европейский суд по правам человека, это история на года, десятилетия. И, в общем, да, поэтому было страшно все заседание суда. Я прямо, у меня была дрожь мелкая. И под конец, там уже было теперь 3 судьи, они очень внимательно все выслушали, задавали вопросы. То есть, действительно, процесс рассмотрения шел адекватно, внимательно. И в конце, все, судьи удалились на совещание. Мы сидим, ни живые, ни мертвые. Встать, суд идет. Выходят 3 судьи в черных мантиях. Вот это все настолько у меня отпечатались все эти образы. Мы все встаем, и судья начинает зачитывать решение. Именем Российской Федерации, там такого-то, имя, отчество такое, адрес такой, по ребенку так. То есть эти все формальности зачитывались 2-3 минуты, и это были, наверное, самые долгие 2-3 минуты в моей жизни. И после этого, следует фраза: решение Приморского краевого суда от такого-то числа отменить и вынести по делу новое решение. Боже! И у меня в тот момент реально подкосились ноги. Мы стоя заслушивали решение суда. Я стояла, оперлась на стол 2 руками, и я не могла поверить тому, что я слышу. И у меня слезы потекли, слезы счастья теперь уже. Это был очень трогательный момент. И именем Российской Федерации объявляю вас мамой и папой Эли. Вот так примерно это прозвучало. Мама приехала. Мама тебя домой заберет. Она вышла навстречу своей новой маме в нарядном платье, как маленькая принцесса. Долгожданный момент настал. 4-летняя Эля обрела семью. Где папа? Вот папа. А где мама? А где Эля? Вот. За дочкой Бейсеновы приехали с полным пакетом одежды и подарков. Первое, что мама Юля вручила девочке – музыкальная книга с мелодией из мультфильма о Мамонтенке. А Мамонтенок кого ищет? Маму. Эту книжку я купила Элечке, когда мы приняли решение ее удочерить. И я загадала себе, что когда-нибудь я подарю ее Эле, когда я буду ее забирать. Ох, вот эта история, Юля, вот эта история, да, от которой действительно душа сначала заворачивается, потом разворачивается. То, что вы выдержали, вы, конечно, героические родители, потому что вы, стойко боролись за своего ребенка, и Господь услышал ваши молитвы, и слава Богу, что Эля в семье. Как вы ее забирали? Расскажите, как вы ее перевозили из Уссурийска в Германию, как все это происходило, как она восприняла вас, да? Да, теперь все уже
тоже достаточно быстро закрутилась, завертелась. Мы очень хотели успеть до Нового года привезти Элю, чтобы Новый год она уже встретила дома. Вот, а суд был 15 декабря, времени оставалось очень мало. И мы, значит, тут же собрались документы, решения суда нужно было дождаться, и полетели в Уссурийск. Прилетели сначала к ней с вечера, то есть мы не сразу забирали, с вечера прилетели, сказали: «Эль, тетя теперь разрешила». Вот. То есть она помнила про эту какую-то загадочную тетю, которая решала ее судьбу. «Мы к тебе приехали, и теперь мы тебя заберем с собой домой». Вот, и она, конечно, не очень это поняла, что такое заберем домой, какой домой, вот ее дом, здесь она, то есть это слишком абстрактно для ребенка. Но тот факт, что мы приехали снова, и тетя разрешила, она очень обрадовалась. И я сказала: «Эля, теперь можешь называть меня не Юля, а мама». Вот. И она в тот же день пришли какие-то дети, значит, еще заходят, и она говорит: «А ко мне мама пришла». И она это так сказала. С такой гордостью, я думаю, все, вот теперь точно мама. Как дети приняли Элю, скажите, насколько они ее ждали вообще? И не было ли какой-то ревности поначалу? Как они встретили ее? Дети очень ждали, потому что мы заранее их готовили, то есть, чтобы это не обрушилось на их голову. То есть мы говорили, что это еще не точно, но, скорее всего, вот эта девочка приедет к нам в семью, показывали фотографии, рассказывали о ней, вот. И дети очень поддержали нашу идею. Старшие вообще прониклись, сказали: вот, надо помогать людям, то есть все так у них было очень, немножко романтично. Вот, дочка там свои платьица уже откладывала для Эли какие-то, вот, а младшенький, он Элин ровесник, ему тогда тоже было 4 года, он, конечно, мало чего в глобальном смысле понимал, вот, но мы говорили: приедет сестренка, девочка, будете с ней играть. Мы приехали, дети очень хорошо приняли, тепло приняли Элю, так как их много, они уже привыкли, что их много, в принципе, ревности как таковой не было. Юль, я так понимаю, в любом случае ребенок все равно травмированный, до 4,5 лет прожил в детском доме, и я уверена, что, при всем при том, что достаточно мягко она зашла в семью, но все равно была адаптация по-любому. Вот с какими самыми сложными моментами вы столкнулись во время адаптации, и почему в какой-то момент вам стало очень сложно? Я была настолько долго уже в теме детей-сирот, слушала истории приемных родителей, читала Петрановскую, психологов. То есть мне казалось, что уж меня-то адаптация обойдет стороной. Я ведь как лев вырывала ребенка из системы, я за нее боролась. Какая адаптация? Все, ребенок дома, и жили они долго и счастливо, да? Что теперь-то переживать? Вот поэтому для меня было большой неожиданностью, что адаптация действительно была. И у меня, и у Эли, частично у младшего ребенка, с которым они начали как-то, ссориться, спорить, соперничать. Вот. Но больше всего, я говорю, я это не ожидала от себя самой. Но я поняла тогда, что ставить завышенную планку к себе самой – это путь тупиковый. То есть мы не идеальны. Никто не может по щелчку все делать идеально. Поэтому будущим приемным родителям я бы тоже пожелала: не будьте слишком строги к себе. Я тогда была к себе строга и очень себя ругала за то, что так остро реагирую на какие-то моменты. Самыми главными, наверное, такими проявлениями было обманы. То есть по пустякам Эля обманывала просто на пустом месте. Там, не знаю, уронила ложку со стола и тут же говорит: это не я, это Даник. На братишку скидывает. Хотя я видела прекрасно, что это она. То есть, и меня почему-то настолько это цепляло, что она по каждой мелочи обманывает. Это, конечно, такая стратегия выживания. Ребенок, который рос в коллективе, если там ты не успеешь быстренько выкрутиться, на тебя подумают. Надо успеть быстро, все, я тут ни при чем,
и пусть кого-то другого лучше наругает. То есть это вот такая вот стратегия маленького волчонка, который привык в детском коллективе ровесников как-то, прорываться, выживать. Вот. Вот тема обманов была, тема истерик была. То есть по любой малейшей какой-то мелочи Эля бросалась на пол, кричала, била руками, ногами. Вот, была тема переедания. Это тоже психологи говорят, что ребенок так заедает свою тревожность. Потому что у ребенка, по сути, изменилось все. Понятно, что он теперь в семье, у него новая жизнь, и все у него будет хорошо, но для него, из его перспективы, он потерял все. Привычную кроватку, воспитателей, привычных там детей вокруг, распорядок дня. Все поменялось. Конечно, ребенку страшно, тревожно. И она ела вот как не в себя. Могла вот ездить, пока уже живот не заболит, и не может остановиться. Вот разные вот такие вот были моменты. Юля, очень важный вопрос, о котором мы должны были поговорить, еще вот реабилитация. Вот то, что у нее было с ручками, скажите, вот она могла держать ложку, например, или вы ее кормили? И были ли проделаны какие-то операции? Что-то вы делали? Вот расскажите об этом. Да, с лечением, реабилитацией мы проделали за эти годы, вот за сколько, 7-8 лет, очень длинный путь. У нас было несколько операций, выпрямили ручки Эли, то есть у нее кисти были завернуты внутрь, и за счет этого она только мизинчиками могла до куда-то доставать. Вот, мы выпрямили кисти рук, растягивали пальчики, чтобы они более гибкие были. Помимо рук выяснился еще большой спектр проблем у Эли. Например, у нее недостаток гормона роста, она не росла. Вот, мы проходим уже много лет гормонотерапию. Выяснилась аллергия на глютен, из-за которой тоже был замедленный рост и разный обмен веществ. Вот, то есть Элли мы перевели на безглютеновую диету. Со слухом проблемы были, слуховой аппарат мы приобретали. Вот, со зрением, у Элли косили глазки, мы сделали операцию на глазки. Вот. То есть выяснился еще целый ряд факторов, но, в принципе, все они были посильные. Не было такого, что нас вот прям совсем сбило с ног. Какие-то диагнозы, наоборот, не подтвердились. То есть в детских домах гипердиагностика зачастую, там, что ставят, там пишут, оно тоже не факт, что есть. Вот, поэтому что-то не подтвердилось, что-то пришло новое. Но и медицинские вопросы, в принципе, не были проблемой. Да, это было активно, но как-то все это было в рабочем порядке. То есть главное было начать. Вот как... Да. Юля, я вот вижу, что она уже рисует сейчас у вас красиво, что она уже совершенно там спокойно управляет своими руками. То есть у нее сейчас нет никаких проблем, я так понимаю, да, с ручками? Да, да. Конечно, руки у нее короче, чем у обычных людей, так сказать. Но, в принципе, ей этого достаточно. Одна ручка у нее длиннее, другая короче. И Эля вообще очень целеустремленный человек. Вот боец по духу. Она всегда находит способ, как сделать то, что не получается. Она научилась держать ручку, карандаш между мизинчиком и безымянным пальцем и очень красиво пишет. У нее лучший почерк в классе. Она нашла свой способ, как держать ручку между мизинцем и средним пальчиком. Это просто удивительно. И левой рукой при этом Эля очень изобретательная. Очень красиво пишешь. И при этом почерк у Эли гораздо лучше, чем у многих ее сверстников. Рисует замечательно, даже шьет, то есть мастерит. Эля настолько ловкая и настолько целеустремленный, сильный человечек, что у нее реально есть чему поучиться. В каких-то вещах, конечно, ей нужна помощь. В школу с ней ходит сопровождающий ассистент каждый день, и в каких-то бытовых вопросах, конечно, она помогает. Особенно с одеждой, где-то застегнуть куртку, обувь, шнурки, естественно, Эля не может. При походе в туалет ей частично нужна помощь, в столовой, с рюкзаком. То есть с какими-то вещами в быту ей помощь нужна. И в школе ей помогает ассистент, дома помогает ей семья, но она действительно очень много может сама. Она с кошкой дома живет, и это наша вторая кошка. И Алиса, она бабушка от Сони. И она, к сожалению, умерла, и теперь она Соня. И она родила 4 этих маленьких котята.
Юля, вот сейчас ей уже 13 лет, и начинается вот этот уже такой подростковый период. Становится проще или становится сложнее вам сейчас? Проще, проще, сильно проще. То есть первый вот год или два у нас вот такой был период адаптации, когда мы немножко воевали, кто кого, да. Я вот перевоспитаю все эти поведенческие моменты, или Эля все-таки вот настоит и так будет делать. Потом как-то мы нашли свой баланс, и Эля приняла меня как авторитет, как значимого взрослого, как близкого, теплого, важного взрослого. И вот такие отношения у нас вот сложились, и теперь, и потом, в принципе, ну, естественно, как в любой семье бывают какие-то там, где-то она не слушается, где-то там еще что-то, с обманами до сих пор регулярно, где-то что-то все равно бывает, вот. Но вот это как-то нам удалось занять правильные позиции дочка и мама, взрослый, принимающий взрослый. И поэтому из вот этих правильных позиций нам уже легче, сильно легче решать любые какие-то конфликты. Я уже так не завожусь, меня это так уже не цепляет сильно. То есть я как-то более мудро и спокойно уже теперь реагирую на какие-то проблемы или задачи. Сейчас с подростковым возрастом, конечно, добавляется новое что-то, естественно. Там желание, там, не знаю, где-то там что-то тайком сделать, там, косметикой там тайком воспользоваться, у сестры без спроса взять косметику, еще что-то такое. То есть регулярно бывают какие-то такие-то моменты, но в принципе мы их решаем. И достаточно беседы, разговора, папу привлекаем, если мамы недостаточно, папа еще немножко построже. Вот, обсуждаем, Эля готова выслушивать, готова принимать, задумываться, менять где-то свои какие-то паттерны. И, в принципе, все проблемы сейчас, ну, скажем так, решаемые, обычные проблемы обычной семьи. Юля, благодаря, ну, мне так кажется, отчасти Эле в вашей жизни очень много изменилось. Да? И мне кажется, что благодаря Эле появился ваш фонд, и вы имеете возможность, благотворительный фонд, вы имеете возможность помогать многим детям. Это действительно так? То есть Эля сподвигла вас на создание фонда? Можно так сказать, да. То есть за всю вот эту историю дочерения, за счет того, что история получилась громкая, большая, чего мы совершенно не планировали, то есть возникло столько новых замечательных контактов, связей с приемными семьями, с волонтерами российскими, с общественниками. И имея вот такую вот уже сеть контактов с замечательными людьми, в какой-то момент уже как-то пришло понимание, что можно сделать что-то еще для других детей, используя вот все вот эти вот прекрасные контакты. И как волонтер я продолжала там в каких-то проектах участвовать. Ну, в 2020 году, 5 лет прошло спустя усыновление, муж мне сказал: слушай, Юль, ты уже так долго в этой теме, столько участвуешь в разных проектах, тебе пора создавать свой фонд. Ты не хочешь свое создать, свою организацию? Тогда я ему сначала сказала: нет, ты что, у меня 4 детей, у меня работа, там, волонтерские проекты. Я программистом работаю, вот тогда работала тоже. Сказал: не, мне некогда. Но он заронил уже семена постепенно начали прорастать, и я подумала, а почему бы и нет? Действительно, у меня столько прекрасных контактов, у меня такой опыт в этой сфере, что я могу уже структурированно, нацеленно помогать еще большему количеству детей. И вот так в 2020 году родился наш благотворительный фонд Take My Hand. Я думаю, я сильно изменилась. То есть Эля дала толчок к такому личностному росту, к работе над собой, что, ну, я, наверное, ей очень благодарна за этот опыт. Я стала мудрее, я стала спокойнее, адекватнее принимать вот какие-то несовершенства мира, людей, событий. То есть я понимаю, окей, так тоже бывает. Вот, то есть я больше готова принять и не дергаться там по каждой мелочи. Вот, поэтому можно сказать, что Эля сделала меня сильнее. И к тому же, благодаря вот этой истории усыновления, вот опять-таки родился фонд, и те дети, которым я сейчас помогаю
вот в разных сферах, будь то образование, лечение, наставничество, вот, это мне тоже приносит огромную радость в жизни, то есть, что я и в их судьбах что-то меняю. То есть Эля во мне еще больше укрепила вот это желание и готовность, и силы помогать и другим детям тоже. Тем, кто хотел бы усыновить ребенка, я бы, наверное, сказала так: быть открытыми, не бояться детей с инвалидностью. Надо просто подобрать, так условно говоря, такую картину здоровья, которую сможешь примерить на себя, понять, что я потяну, что я не потяну. И вот это, если немножко вот это нащупать, и тогда можно расширить свои рамки принятия и принять ребенка уже и с какими-то особенностями по здоровью. С ними не страшно. С ними, наоборот, классно, с ними интересно. С ними вот этот процесс преодоления, побед, он еще более ценный. И эти дети также нуждаются в семье, а может быть и больше, потому что у них еще меньше шансов на семью. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Эля, zum Geburtstag viel Glück. И по-русски. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, наша Эля, с днем рождения тебя. Ура! Теперь можешь загадывать и задувать. Мне кажется, что не каждый родитель может бороться так за своего ребенка и дойти до конца. И я очень рада, что Эля попала именно в эту семью. Друзья, если вам понравилась эта история, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. И обязательно оставайтесь такими же неравнодушными.